Я делю манипуляторов на несколько видов. Профессиональная манипуляция, пикап и НЛП-технологии, и психически нездоровые нарциссы, и перверзные нарциссы, и мизогины, и социопаты, психопаты и абьюзеры. Лично для меня это грани одного и того же диагноза – полное отсутствие эмпатии в отношении жертвы и имитация светлых чувств, таких как любовь, уважение, доверие, забота и восхищение, которую в силу устройства их психики они не испытывают. Бывает еще третий вид, когда нездоровая психика нашла профессиональное знание – НЛП и гипноз. Но, надеюсь, никто из вас не встретится с этим исчадием ада. А если углубиться в происхождение профессиональных учений о манипуляции, то пикап – это опыт перверзного нарцисса, изученный и превращенный в технологический процесс. А как известно, технологический процесс – это упорядоченная последовательность взаимосвязанных действий, выполняющихся с момента возникновения исходных данных до получения требуемого результата. Для перверзного нарцисса с этого момента буду называть его психопат, и для пикапера результатом является единоличное пользование ресурсами жертвы в собственных целях, ничего не отдавая взамен. При этом жертва убеждена, что отдает ресурс добровольно. Какие ресурсы могут быть интересны игрокам? Основные – это секс, эмоции и материальное. Но чаще это влияние, интеллект, пиар и продвижение, привлечение клиентов и даже вкусно поесть на халяву. Есть отдельная категория манипуляторов, которых волнует исключительно психоэмоциональный ресурс. Они испытывают безграничное удовольствие, доводя жертву до психологического срыва. В этот момент они ощущают себя всемогущими. Как отличить профессионала от психопата? Это самое важное. Верным признаком профессионала является применение профессиональных знаний, негативных комплиментов и техник ближе-дальше. И когда ты говоришь прекрасному принцу, что тебе неприятно, он все равно продолжает. Неужели после этого вы действительно верите в то, что он ведет себя так не специально? Он не ведает, что творит. Он полностью понимает, что тебе неприятно. Ты ему об этом сказала, но продолжает это делать. Поэтому запомните, 1 раз это случайность, 2 повод задуматься, 3 системность, значит, он делает это специально. Профессионал будет последовательно, систематично использовать все приемы манипуляции. Поэтому заучите их. Помните, как в детстве нам говорили, когда переходишь улицу, нужно смотреть по сторонам. Так и здесь. Когда в вашей жизни появляется неординарный парень, прекрасный принц, присмотрись. И поверьте, если он не использует технологии манипуляции, то он не будет говорить много, он будет действовать. Манипулятор только говорит. Верный признак, что вы попались в руки профессионала, это активация страхов и сомнений. Когда комплексы включены, вы начинаете искать ему оправдания. Вы ищете оправдание его бездействию. А я напомню, бездействие – это тоже действие. Профессионал держит жертву в состоянии нелогичности, неизвестности и неопределенности, искусственно занижая ее самооценку и увеличивая свою стоимость в ее глазах. И как только страх потери вмонтирован в голову, жертва на крючке и готова на все. Психопаты же чаще вначале используют главный рычаг – это чувство вины. Разница в них небольшая, подход разный. Профессионал начнет с активации сомнения, страхов и создания нездорового чувства вины. У психопата будут вначале чувство вины, затем сомнения и только потом страхи. Что делать, если вы выявили пикапера при знакомстве? Бежать. Что делать, если все описанное в моих книгах или видео так или иначе присутствует в вашей жизни? Бежать немедленно. И перестаньте верить в то, что ваша любовь его изменит. Если он изменится, и ты ему нужна, он выйдет на разговор сам. Во всех остальных случаях бежать. Бежать, пока не поздно. Почему? Потому что отношения с манипулятором всегда заканчиваются для жертвы плачевно. Уничтоженная самооценка, разрушенная система ценностей и представлений, отсутствие друзей и профессиональная деградация, что часто приводит к проблемам с алкоголем и антидепрессантами. Выбраться из этого без помощи специалиста крайне сложно, потому что связка манипулятор-жертва имеет не только психоэмоциональную зависимость, но со временем еще и физическую. Я искренне верю, что мои книги и видео помогут вам это понять и осознать, потому что между пониманием и осознанием лежит бездна. Осознанность приходит к нам не тогда, когда мы поняли, а тогда, когда не поступили.
Смотрите более подробное видео на эту тему по ссылке в описании. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.